And it is to defend itself against the power of big wealth, so that the government functions are not taken over by a small group of super wealthy powers. И быть настороже, ограждать себя от поползновений забрать власть из своих рук правительства со стороны очень богатых многонациональных компаний, которые уже почти что собираются играть некоторые функции государства. But it's also to open up the space for the private sector and the market also. Ну и также государство должно расчистить место для прихода и развития частного сектора и, конечно же, открытого рынка. So it's a very complicated balance that very few societies get right. Сложно все это сбалансировать, и только буквально несколько, может быть, стран, несколько обществ, сообществ могут все это сделать правильно. That's why on the question of tax cut versus government spending, my view is not to focus on the multiplier or the stimulus, but to focus on the question, what should government do? What do you need government to do? Вот почему, когда речь идет о балансировании между налогом, то есть повысить налоги или снизить налоги, усилить роль государства, то есть больше будет ассигнований в разные сектора или нет, надо говорить не просто, допустим, о каких-то вещах, о стимулировании, там, скажем, валютном стимулировании или, допустим, о мультипликаторах, надо говорить о том, что правительство реально может сделать. Government should identify its core spending responsibilities and then tax itself, tax the society in a fair way enough to pay for those public goods. Государство должно четко определить размеры и уровни своих расходований, своих капиталовложений, и на основе этого уже назначить справедливую ставку налога для того, чтобы можно как-то было бы инвестировать в создание для своего общества общественных благ. And my estimate is that in the United States, the government needs to spend in Washington about 25% of the gross national product, but we are only taxing ourselves about 17%. And we have to be grown up enough to close that gap of financing. И у нас все еще существует этот грандиозный разрыв, потому что 25% это расход, это уровень 25% 25 is what we should be spending. То есть наши расходования должны составлять, по крайней мере, 25% от ВВП. But what we are taxing is only 17%. Ну а ставка налога, то есть то, что у нас облагается налогом, только на уровне, получается, 17% создается вот такой разрыв. And that's why I say let's raise the taxes to the level that we need to cover the spending, to pay for the spending that we need. Вот почему я говорю, что надо повысить уровень налогов до того уровня, чтобы действительно у нас была возможность осуществлять капиталовложения в те сектора, которые нам нужно принимать. I was asked about the growth poles, if I understood correctly, the places of growth in the economy. О точках роста был задан вопрос, точках роста в экономике. And a growth pole can be a sector of the economy or a geographic location. То есть это может быть какой-то сектор экономики, где может быть точка роста, или может быть какая-то географическая зона. It's more about Geographic meant here. Both, but Both, yeah. So in terms of the sectors of the economy, I think that the leading sectors in the U.S. economy are the high technology sectors, especially around information and communication technology. Что касается секторов экономики в США, где наблюдаются точки роста, это хай-тек, это ИКТ, информационно-коммуникационные технологии, просто IT. And we should be investing in clean energy. И потом мы должны инвестировать в чистую энергетику. But we're not doing enough on either of those because they both require government and the private sector to be operating in a complementary way, in other words, supporting each other. Но мы ничего этого не делаем в достаточной мере, потому что для этого нам нужны идущие навстречу друг другу усилия, когда есть проекты, ну как мы говорим, государственного и частного партнерства.
On a geographic basis, the situation in the United States is somewhat complicated. С точки зрения географических точек роста ситуация в США достаточно сложна. Because the fastest growth in the United States has been in the area we call the Sun Belt, especially in the southern and western part of the U.S. Ну, потому что главным образом точки роста, вот чисто географически, наблюдаются в таком солнечном поясе, то есть это южные и западные части США. But this is an environmentally very difficult part of the country. Но с экологической и природоохранной точки зрения это очень сложный регион нашей страны. There's not enough water to support the population. Там недостаток воды, чтобы поддерживать местное население. And because of climate change, that region is getting drier, not wetter. И благодаря климатическим изменениям этот район становится засушливее, а не влажным. So we've been promoting a geographic area that is very fragile, in fact. That's where the biggest population growth has been, but it's an endangered area. И поэтому, конечно же, мы продвигаем идеи точек роста, потому что прежде всего надо оказать содействие этим самым чувствительным регионам, там, где очень большой уровень населения, то есть демографии, и достаточно плохие условия. I do believe, by the way, that I think it's obvious that St. Petersburg, from a geographic point of view, is an obvious growth pole geographically for this country. Should be. Я считаю, или, по крайней мере, так должно быть, а может так, мне кажется, что так и есть, что Санкт-Петербург, например, даже из географической точки положения, является очень важной точкой роста. This is what Peter had in mind 300 years ago. Ведь именно об этом думал Петр I, когда 300 с лишним лет назад он основал свой город здесь. And it was a good idea then. И прекрасная идея это была. And he got a certain distance. And he made a certain distance. И действительно, в то же самое время очень хорошее географическое положение с точки зрения близости, отдаленности к разным соседним странам. And I can tell you on an objective basis, you live in one of the most beautiful cities of the whole world, as you know. Совершенно объективно, вы сами это знаете, вы живете в одном из прекраснейших городов мира. So my view is that St. Petersburg still could be an even more dynamic growth pole. Я считаю, что, например, Санкт-Петербург является и может стать даже еще более сильной и динамичной точкой роста. For industry, tourism, services, high technology, all of it. По хай-теку, по сервисной индустрии, по бизнесу, по туризму. And I would like to understand, and I will in our discussions that follow, better what could be done to promote even faster progress towards that reality. Ну и я постараюсь для себя понять, может это еще возникнет в обсуждении, как еще более быстрый рост произвести, чтобы приблизить эту замечательную реальность. Finally, on the global problem solving. Теперь глобальные проблемы. This is very important. Это очень важно. Very difficult. Сложно очень. Because our politicians are not good problem solvers. Потому что наши политики не очень-то хорошо решать умеют проблемы. And the level of serious scientific attention to the global problems is much too low. И уровень научного международного внимания, который был бы прикован к глобальным проблемам, он очень низок. And the politicians are always looking just to the next election or to whatever time period occupies them, not necessarily to the deeper, longer-term solutions. А политики особо не ищут долгосрочных глубинных решений, потому что они мыслят в рамках тех временных параметров, когда, допустим, они будут переизбираться, чтобы за них проголосовали и так